Вы не поверите, как долго я искала такой салат. Сочный, сытный, но легкий. Кто пробует, всегда просит рецепт. В конце я покажу еще несколько вкусных салатов, возможно, они станут вашими любимыми. Начинаю с кабачка. Вы умеете выбирать кабачки? Главное, чтобы были молоденькие, с тонкой кожицей и мелкими семечками. Я беру один и нарезаю кружочками примерно сантиметр толщиной. Тоньше не нужно, чтобы не развалились при обжарке. Кстати, если вы еще не подписались на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Спасибо вам за добрые комментарии, я читаю каждый. Кабачки солю и отставляю. Они немного просолятся и выпустят влагу. Мне нравится такой способ. Кабачки сами берут столько соли, сколько нужно, не больше. Пока они стоят, достаю сыр из холодильника. Нарезаю его кубиком, он плотный и не крошится. Совет: не доставайте сыр заранее. Холодный сыр легче нарезается и кусочки получаются аккуратнее. Я использую жирный сыр, он добавляет насыщенности и отлично сочетается с овощами. Теперь обжариваю кабачки на сковороде с растительным маслом. Но прежде чем класть на сковородку, можно промокнуть их бумажным полотенцем, особенно если есть влага. Это уменьшит брызги масла и сделает обжарку чище. Обжариваю до легкой золотистой корочки, не пересушивайте. Важно, чтобы кабачки сохранили форму. Это делает салат не только вкусным, но и красивым. Даже если они чуть-чуть не дожарятся, ничего страшного, внутри останутся сочными. Пережаренные кабачки становятся мягкими, теряют структуру и могут просто развалиться при перемешивании. А вот слегка недоготовленные держат форму, придают салату текстуру и не плывут, особенно если подавать его не сразу. Для соуса беру нежирный йогурт и немного майонеза. Такое сочетание делает салат сочным, но при этом не таким тяжелым, как если бы был бы только майонез. Количество по вкусу, но я люблю, когда заправки не слишком много. Пропорции и список всех ингредиентов вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Помидоры нарезаю кубиком. Старайтесь выбирать плотные и упругие, чтобы при нарезке не выделялось слишком много сока. Если все же помидоры впускают сок, просто дайте ему немного стечь. А еще лучше использовать помидоры черри. На мой взгляд, они самые плотные и в это время года. Их легче нарезать, они почти не текут и при этом выглядят аппетитно в салате. К тому же черри добавляют немного сладости, что хорошо оттеняет вкус жареных кабачков. Яйца уже сварила. И вот тут небольшой секрет. Заливаю холодной водой, ставлю на плиту и варю ровно 7-8 минут после закипания. Белок получается упругий, желток яркий, не серый. Кстати, напишите в комментариях, у вас всегда хорошо чистятся яйца или бывают капризные. Нарезаю яйца крупным кубиком, так они лучше держат форму и остаются заметными в салате. Зелень беру разную, немного укропа, петрушки и чуть-чуть зеленого лука для остроты. Можно добавить кинзу, если вы любите. Смешиваю все ингредиенты в глубокой миске. Добавляю немного черного молотого перца, он придает легкую пикантность и аромат. По желанию можно добавить пару капель лимонного сока или уксуса, если хочется кислинки. Салат готов. Он вкусный как теплым, так и охлажденным. Отлично подойдет к мясу, как самостоятельное блюдо или как закуска. Если хотите подать салат по-другому, положите его порционно в прозрачных креманках с помощью сервировочного кольца или горкой на листьях салата. Также можно украсить сверху тонкими слайсами огурца, половинками черри или веточками зелени. Выглядит свежо и нарядно, даже в повседневной подаче. Оставлю для вас ссылки на еще несколько рецептов, которые подойдут для лета. Легкие, овощные, сочные и очень простые. Благодарю вас за просмотр, лайк, комментарий и подписку. До встречи в следующем рецепте.